Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Маргарита. И в данном видео хочу показать, как я крашу трубочки, чтобы получился вот такой вот меланж. Обычным способом, если просто окунать трубочки в морилку и укладывать их, чтобы просохли, у меня меланжа никогда не получается, поэтому я делаю его искусственно. Создаю вот в данном видеоролике в два этапа у меня. Вот, и получается, вот я уже начала плести, вот такая вот красота. Далее в ролике покажу, какие я морилки использовала. Вот такие вот трубочки красивые получаются. Заранее благодарю вас за просмотр, за лайк. Вот, и приступим к покраске. Так, мне нужно будет покрасить трубочки морилкой. Сначала однотонным цветом, потом в два этапа сделаю меланж искусственный. Я использовать буду морилку фирмы Радуга. Это цвет орех. Его натуральный цвет, вот если не разбавлять морилку, она вот так вот выглядит, трубочка. Она еще влажная, только окунула. Вот такая вот морилочка. Вот, и я разбавила 4 ложки, взяла этой морилки на вот столько водички. Ну, это тут уже сами выбирайте, какой вам оттенок нужен. У меня вот такой вот совсем светленький. Вот. Сейчас я вот этим светлым крашу полностью все трубочки, что у меня есть. Это будет база, так сказать. Здесь просто морилка и вода. Крашу обычным окунанием. Так, вот все закрасила, все трубочки. Оставлю их, пускай они подсохнут чуть-чуть. Можно феном пройтись чуть-чуть, чтобы они не сильно влажные были. Можно не сушить полностью. Вот. И я еще взяла вот емкость одну. И вот эту вот остатки, вот эти, я чуть-чуть вылью в какую-нибудь емкость, чуть-чуть. И добавлю туда еще морилки, чтобы чуть-чуть сделать оттенок более темный. Вот так вот одну ложку. Сейчас попробуем, как он будет выглядеть. Вот возьмем эту трубочку, которая тестовая моя. Перемешаю эту морилочку. Совсем чуть-чуть набрала. Вот. И проведу. Вижу, что цвет темнее. Угу. Я, в принципе, я еще добавлю чуть-чуть пол-ложечки морилки, чтобы чуть-чуть потемнее был цвет. Угу. Вот. А эти трубочки, которые сохнут, я сейчас быстренько их феном подсушу, чтобы долго не ждать. Трубочки я подсушила чуть-чуть. Вот, немножко. Теперь я беру, сейчас поставлю поближе.
беру то, что я намешала, потемнее оттенок. Его здесь немного, и широкой кисточкой, просто вот как лежат трубочки, я беру и прохожу по ним вот так. От начала до конца прохожу. Одна сторона там получается прокрашенная, а вторая не прокрашенная. Вот так. Вот. Это вот первый этап был. Можно оставить так, а можно сделать еще чуть-чуть темнее. Я вот так перемешаю их, чтобы 3 оттенка на трубочках было. Что я делаю дальше? Тот состав, который у меня есть, вот как не разбавленный, я сюда макаю кисть и прохожусь по трубам. Можно сделать легонечко, а можно сделать побольше, кому как вот нравится. Можно по тому же, что мы сделали только что, темному цвету, можно еще раз пройтись, чтобы еще было темнее. Вот так. Вот, смотрю ли, хватит мне или нет этого делать. Сейчас еще где-нибудь мазну. Вот. И трубочка получается у нас вот, видите, да? Половина такая, половина такая. В плетении оно будет, как будет укладываться трубочка, там уже будет видно, как она, как этот меланж идет. Вот. Все. Это был второй этап. Дальше у меня идет обработка трубочек дюфой. Как я обрабатываю трубочки дюфой, у меня есть много, все покраски видео практически можно глянуть, посмотреть, там есть обработка дюфой. Ну, я ссылку оставлю на конкретное видео, посмотрите, если кому-то интересно. Дюфой обрабатываю 2 раза. Вот. Не дожидаюсь полного высыхания я в этот раз. Сейчас начну сразу обрабатывать. Феном подсушиваю в 2 слоя. Вот. Далее в пакет. И вот такой вот меланж у меня получается при плетении. Очень красиво. Вот обычным путем, обычной покраской, без дополнительных вот этих мазков темным цветом у меня так никогда не получается.